Всем привет, друзья! Давайте признаемся честно, все мы немножко лентяи. И я постоянно слышу от заказчиков о пылесборниках, о уборке, о грязи, как создать интерьер мечты, в котором не надо будет убираться. В эфире ваш дизайнер интерьера, и сегодня мы поговорим о создании интерьера для ленивых. Погнали! Давайте сначала поговорим глобально. Первое правило. Чтобы грязь не было видно, нужно делать интерьер цвета грязи. Знаете, как автомобиль, цвета серый асфальт, на нем ничего не видно, и как черный автомобиль, на котором любая капелька будет видна. Ну, это, конечно же, больше шутка, но глобально, в глобальном смысле, есть материалы, на которых грязь и пыль и все остальное будет лучше видно, а есть, на которых ее практически не видно. Надо об этом помнить, об этом думать, когда вы делаете ваш дизайн. Не забывайте об этом. Больше всего сложностей, конечно же, будет с глянцевыми поверхностями. На них будет видно все. Если вы не любите убираться, то минимизируйте глянцевые поверхности. Лентяям, которые не любят убираться, конечно же, противопоказаны домашние животные. Питомцы – это просто ужас для того, кто не любит уборку. Это масса шерсти, грязи, и чем больше питомец, тем больше с него летит всякой гадости. Поэтому, если вы не любите убираться, 10 раз задумайтесь о том, чтобы завести домашнего питомца. Очень много пыли и грязи попадают к нам в квартиру с улицы. И вот в глобальном смысле, если у вас есть финансовая возможность сделать систему вентиляции, то обязательно это сделайте, потому что в таком случае у вас будет возможность никогда не открывать окна. Весь воздух будет попадать в квартиру по специальным каналам, где он будет очищаться, где он будет фильтроваться, и у вас никогда в квартире не будет пыли и грязи с улицы. Это довольно такая финансово емкая вещь, то есть это дорогое удовольствие, но оно того стоит, поверьте мне. Давайте теперь поговорим о частностях. И начнем, например, с полов. Полы бывают идеально ровные, а бывают фактурные. И, конечно же, если у вас, например, на полу лежит фактурная плитка или какое-то фактурное дерево, то все эти шероховатости будут собирать грязь и пыль. И чем больше рельеф, тем сложнее это потом вам будет отмыть. Если на полу лежит паркет, либо ламинат, то есть модели, у которых края с фасками. И в эти фаски обязательно будет забиваться грязь. Если вы не любите уборку, да даже если любите, помните об этом, потому что фаски – это всегда пылесборники. В последнее время очень модно использовать ковры. Их используют повсеместно, они продаются просто тоннами, но помните о том, что это предмет интерьера, который собирает пыль и грязь. Его нужно выколачивать, эту грязь из него нужно выбивать, и она не так-то легко из него уходит. Это очень мощный пылесборник. Ладно, ковры, есть еще ковролин. Например, в Америке это очень популярный материал, и они практически везде, во всех домах используют ковролиновые покрытия. И я, например, слышал истории, когда только сделали ремонт большого офиса, все полы сделали из ковролина, и люди только заехали туда работать, и троих увезли на скорой. Кто-то вообще перестал работать, потому что у них началась аллергия на те жучки, на пыль, которая собирается в этих материалах. Плюс есть аллергия на сам ковролин, поэтому это очень специфический материал. И если вы хотите его использовать, то подходите к этому обдуманно. Теперь поговорим о стенах. Стены у нас чаще всего покрыты краской. Сейчас это модный прием в интерьерах. Но на эту крашеную стену, конечно же, может попасть грязь, вода, еда, все что угодно. И если краска моющаяся, то у нас не будет никаких проблем. Но если краска матовая, а любая моющаяся краска, она обычно глянцевая, но если краска матовая, и если она особенно темная, то у вас будет видно все. Поэтому, когда вы используете темные цвета, будьте очень аккуратны и думайте о том, что у вас будет с этой стеной. То есть, если она на каком-то проходном месте, то с темными цветами и матовыми цветами у вас будут серьезные проблемы. Если вы не хотите вообще никаких проблем, если вы хотите грязь кидать на стену, все что угодно делать, то вам идеально подойдет штукатурка. Со штукатуркой вообще никаких проблем. То есть ее еще можно покрыть сверху лаком, то в таком случае ее можно использовать даже в душевой зоне, можно делать ее смело на фартук, с ней ничего не случится. Это просто железобетонная вещь. Стены в классических интерьерах часто декорируются лепным декором. И, конечно же, это самый такой типичный пример пылесборника. Какие-нибудь такие конструкции, полочки, особенно если это какой-то закарнизный свет, спрятанный в гипс, то это то место, где будет скапливаться вся пыль. И если у вас аллергия или вы просто не любите лишний раз убираться, то обязательно избавьтесь от
подобных пылесборников. Стыковка напольного покрытия стены закрывается плинтусом. Плинтус выступает, и если вы не любите убираться, то делайте плинтус самой простой формы, то есть прямоугольный. С ним будет меньше всего проблем, его будет легче всего протереть, но сейчас в современных интерьерах есть же такая модная вещь, как скрытый плинтус. Если вы можете себе позволить такое решение, то обязательно его используйте. В таком случае у вас будет прямая стена, под нее будет затекать прямой пол, и у вас не будет никаких пылесборников. У многих из детства есть такое яркое воспоминание, это чугунный радиатор, такая вот батарея, в которой скоплена вся грязь квартиры, наверное, нет ни одного более грязного места в квартире, чем вот этот чугунный радиатор. Ее невозможно было оттуда достать, как-то выковырять, там были какие-то огромные куски пыли, грязи, вот там все скапливалось, все, что только можно. Потом эти радиаторы заменили на экранные плоские радиаторы, и появилась другая проблема, потому что туда, опять же, невозможно было забраться, и вот там скапливалась, опять же, вся грязь, вот все, что у нас циркулировало по квартире, все сохранялось в этих радиаторах. Если есть возможность, то обязательно меняйте экранники либо чугунные радиаторы на трубчатые стальные радиаторы. Во-первых, они антистатичны, к ним не прилипает грязь, вот что-то такое большое или мелкое. И их очень легко убирать. Есть специальные тряпочки, там большое расстояние, и у вас не возникнет вообще никакой проблемы протереть ваш трубчатый радиатор. Конечно, он дороже, но, поверьте мне, это того стоит. Теперь поговорим о потолках. Конечно же, нам помогает гравитация, то есть пыль, она обычно оседает, а не летит вверх. Но если вы на Новый год, например, открыли шампанское, то скорее у вас потолок будет весь грязный. И чаще всего потолки, конечно, красят матовой краской, потому что глянцевые потолки, по мне, это вообще порнография. Потолок должен быть матовый, но матовая краска тяжелее всего отмывается. Это вот такой закон. И если вот чуть-чуть потолок испачкали, то это может сулить большие проблемы. Конечно же, самый распространенный пылесборник на потолке – это люстра. Люстра с плафонами, направленными наверх. Вы знаете, там у нас скапливаются мухи, какая-то грязь, насекомые, там все что угодно. Это нужно протирать, вытирать, как-то вымывать, снимать, то есть это целая история. Поэтому, если есть возможность и вы не любите уборку, то, конечно же, делайте встроенный свет, который будет в потолке, куда невозможно будет забраться пыли, и вы избавитесь от многих проблем. Я уже говорил об этом в гипсе. Конечно же, закарнизный свет. Это самый распространенный пылесборник. Избавляйтесь от него скорейшим образом. И на самом деле сейчас есть варианты, когда закарнизный свет направлен вниз, и там пыль, она физически не может скапливаться, она будет проваливаться вниз. Такой вариант закарнизного света, в принципе, реализуем. Если вы используете приточно-вытяжную вентиляцию, например, даже в том же санузле у вас стоит диффузор, то делайте диффузоры металлические, потому что пластик со временем потемнеет, пожелтеет, а металл можно будет легко протереть, и он будет как новенький. С пластмассой так легко не получится. Кроме стен, потолка и пола, у нас в квартире, конечно же, стоит мебель. И тут, наверное, самое главное правило – это глянцевые поверхности, это полный пипец, с которым у вас будут проблемы. То есть глянец – это всегда пыль, всегда грязь и всегда очень большие проблемы с оттиранием этой грязи. То есть вот мы недавно делали, например, на квартире состаренное огромное зеркало, и перед сдачей квартиры клининг, они час мыли это зеркало и с трудом его отмыли. Потому что есть какие-то мельчайшие пятна, и они просто тупо не выводятся. Поэтому чем меньше глянца в вашей квартире, тем проще будет уборка. Сейчас очень модный прием, когда гардероб делают открытым, то есть у нас стеклянная перегородка, и за ней аккуратные ряды вешалок для вашей одежды. Но если вы лентяй, то или у вас нет личного раба-уборщика, то вам будет довольно проблемно, потому что все нужно вывешивать просто идеально. В противном случае это будет просто какой-то шкаф с бардаком, который вы будете постоянно видеть, который будет вас расстраивать. Поэтому отделяем модные вещи от практичных вещей. Я уже довольно давно знаю про такую вещь, как центральный пылесос, использую в своих проектах, особенно в домах, но я удивляюсь, что многие об этом до сих пор не знают. Какой у него принцип? У нас есть мотор, сам непосредственно пылесос, он находится обычно в какой-то там кладовой бытовой комнате, например, в постирочной. От него в стенах расходятся тонкие трубы, они там порядка 5-6 сантиметров, расходятся по всей квартире и заканчиваются розетками. У вас есть шланг пылесосный, вы ходите по квартире, втыкаете этот шланг и пылесосите пыль.
она по каналу уходит в тот пылесос, и бак заполняется. Он там заполняется какое-то время, потом там же вы его меняете, выкидываете и вставляете чистый бак. В чем польза, в чем основной смысл? У вас нету запаха сжженной пыли. Знаете, когда вы ходите с пылесосом, у вас работает мотор, который тут же выкидывает пыль. Вы чувствуете вот это именно запах. Это очень такой экологичный момент, потому что у вас вся грязь, весь шум, все у вас находится вот именно в вашей там бытовой комнате. Здесь у вас только шланг, которым вы засасываете пыль. Это очень удобно. Вам не нужно таскать пылесос там с собой по этажам. Я говорю, что это особенно актуально, когда вы делаете себе дом. В маленьких квартирах, наверное, это не очень актуально, там проще какой-то робот-пылесос поставить, но для больших домов это довольно интересный и такой экологичный прием. Конечно же, я вот всем рекомендую делать кровати на ножках. Казалось бы, это вроде как-то непрактично, что там ножки могут сломаться, еще что-то. Но поверьте мне, это гораздо лучше, чем пыль, скопившаяся у вас под кроватью, когда вот небольшая вот такая щель, в которую не забраться ни рукой, ни ногой, ничем, шваброй. И там скапливаются просто шматки грязи, особенно ближе к центру, которые никогда и ничем оттуда не выковырить. Единственный вариант — это просто там подвинуть или поднять кровать. Но часто вы не сможете это делать, и это очень неудобно. В случае, если у вас кровать на ножках высоких, вы легко залезаете туда шваброй, туда легко залезает пылесос, робот-пылесос, и у вас никаких проблем с пылью. То же самое можно сказать и про мебель. Есть шкафы на ножках, есть тумбы на ножках. В этом плане, конечно же, никаких проблем. Лучше этого могут быть только консольные тумбы, которые подвешены к стене и под которыми вообще у нас свободное пространство. Там убираться еще легче. Чтобы избавиться от бесконечного протирания полок, конечно же, заменяйте открытое хранение на закрытое. То же самое касается и библиотек. Если можно закрыть библиотеку стеклянными дверями, то обязательно это сделайте. Так у вас все ваши книги не будут покрываться пылью. Конечно же, особняком стоит кухня. Все наши вот самые жуткие кошмары, связанные с грязью, это про нее. Это, конечно же, кастрюля, из которой в разные стороны летят брызги. Это стейк, который жарится на сковородке, и вот эти раскаленные брызги жира во все стороны. Конечно же, вы все это знаете. И это жуткая вещь, которая вот остается везде, на любых поверхностях. Поэтому про кухню я поговорю отдельно. Сейчас это очень модно, и я, конечно же, всех призываю встраивать кухню. Если можно встроить ее, то обязательно встраивайте. Таким образом вы избавитесь от верхней поверхности верхних шкафов, на которые вот у меня яркое воспоминание с детства. Я залезаю по лестнице на кухню родительскую, смотрю, и там просто вот такой слой грязи, какие-то, не знаю, старые такие жирные сковородки, вот вся вот эта жесть лежит сверху. Если кухня встроена, у вас просто не будет возможности там что-либо хранить, что-либо прятать, и не будет возможности, чтобы там оседала грязь. Про глянцевые поверхности я уже говорил, и, конечно же, это касается бытовой техники на кухне. То есть любая там плита, духовой шкаф, если это будет глянец, это будет сразу же все в грязи, в пыли, это будет очень тяжело отмыть, будут отпечатки пальцев. Поэтому, если можно использовать матовые поверхности в бытовой технике, то используйте матовые поверхности. Если на вашей кухне столешка из мрамора, иногда люди заказывают мрамор на столешницу, то помните о том, что им нужно пользоваться очень бережно. Мне рассказывал каменщик историю, его вызвали заказчики, он говорит, я вот в своей жизни видел много разных заказчиков, много разных людей, но таких свиней никогда не видел. Они говорят, у нас появились пятнышки на столешнице, приезжай, пожалуйста, нужно их вывести. И когда он приехал, он увидел, что они просто берут мясо, швыряют его вот так на мрамор, прямо на мраморе режут, и, конечно же, вся кровь, вот весь сок впитался в столешку, она стала просто такого багрового цвета, и вывести это было максимально сложно. И кроме того, он говорит, что у них еще старая квартира там, с 3 настоящими там, петербургскими каминами, и они в одном из каминов из натурального камня мраморного жарили шашлыки. Там было еще хуже, то есть полная жесть. Поэтому, если у вас дорогой какой-то натуральный материал, относитесь к нему бережно. Сейчас очень популярны push-to-open системы, когда вы нажимаете на фасад, то он открывается. Либо когда можно снизу свисающий фасад схватить и открыть, захватив пальцами встроенный профиль. Но когда вы закрываете, то фасад будет обязательно пачкаться. Помните об этом. И, конечно же, самая практичная вещь – это ручки. То есть с ручками ничего не будет происходить. Если же вы касаетесь фасада пальцами, то на фасаде обязательно останутся следы ваших пальцев. На одном из объектов мы ставили заказчику белую варочную поверхность. И я зарекся с тех пор никогда ее не ставить, никогда не использовать белый цвет для варок.
потому что спустя небольшое время, там буквально 2-3 месяца, он мне жаловался, что на ней скапливается вся грязь, все это видно, то есть ее нужно каждый день протирать. И если вы ленивый в уборке, то с темными поверхностями такого не будет. То есть не надо будет так часто убираться, потому что на белой вот видно вообще все. По поводу глянца есть еще одна история. Я фотографировал один из моих первых интерьеров, и там была современная кухня. Она была с черными глянцевыми фасадами, и заказчица, хозяйка квартиры, говорит: давайте я только протру сейчас вот этот шкафчик и будете фотографировать. И мы минут 15 ждали, пока она оттирала все отпечатки пальцев, всю пыль, потому что черный глянцевый материал — это вот самый враждебный для ленивого человека материал. Если бы это был даже белый глянец, либо белый мат, то таких бы проблем не было. С черным глянцем это вот просто жесть. Если вы делаете фартук кухни из плитки, то используйте максимально возможный формат. Потому что если это будет маленькая плитка, то у нее, конечно же, будет много швов, и в этих швах будет собираться грязь, которую потом будет довольно тяжело выковырять. Поэтому, если есть возможность, вообще вот используйте большой формат, 1 на 3 метра, разрежьте его пополам, и у вас будет цельный кусок керамогранита, который закроет вам весь фартук. Это будет удобно, и у вас не будет швов, в которых скапливается грязь. И напоследок давайте обсудим санузлы. Конечно же, очень много грязи всегда вокруг унитаза с бачком. И если можно сделать унитаз с инсталляцией, то делайте унитаз с инсталляцией, потому что у вас бачок будет интегрирован в стену, унитаз будет подходить четко к стене, и поверхности для уборки будет гораздо меньше. А если можно сделать еще и подвесной унитаз, чтобы между унитазом и полом было расстояние, то это будет вообще идеально, потому что туда будет легко забраться шваброй, его будет легко протереть со всех сторон. Многие боятся, что унитазы с инсталляцией ломаются, что там их будет тяжело починить. Это все полная ерунда. Они чинятся через кнопку, это вот вообще не проблема, поверьте мне. Не верите мне, спросите у сантехников. И уборка у вас упростится в 100 раз, чем с унитазом с бачком. Кроме того, рядом с унитазом стоит еще фурнитура, знаете, ёршик, там, туалетная бумага. Если их можно повесить на стену, такие крепления сейчас есть практически для любой фурнитуры, то вешайте обязательно на стену, потому что пыль с пола будет гораздо легче убрать. Для многих сейчас, знаете, такая розовая мечта — это иметь отдельно стоящую большую ванну. Но часто квартиры у нас все-таки маленькие, и ванна стоит прямо к стене, и вот забраться туда, вот между ванной и стеной, это вот практически невозможно. Если у вас что-то туда упадет, если будет какая-то грязь, то выковырять это будет вот крайне сложно. Поэтому, если не хотите лишний раз убираться, делайте встроенную ванну, встраивайте ее в нишу, и у вас не будет никаких проблем. Кроме того, плиткой подводите к ванне сверху, чтобы она закрывала ее верхний край. Тогда щель между плиткой и ванной будет минимальная, туда не будет попадаться грязь, ее будет легко засиликонить. Многие любят ставить, знаете, такие красивые вазы на столешнице, но возникают проблемы мыть эту вазу, как-то там вытирать края, стыки, примыкания. И проще всего сделать подклейку снизу, когда фаянс подклеивается снизу к столешнице. Это также актуально и для кухни. Вы легко смахиваете грязь, там, не знаю, остатки зубной пасты, знаете, бывает что-то на столешнице. Это все легко смывается в мойку, и у вас никаких проблем с уборкой. Очень удобный прием для уборки — это гигиенический душ и трап в полу. Во многих квартирах, к сожалению, это нереализуемо из-за перепада пола, но в доме это вообще легко делается, и вы можете использовать этот прием. То есть берем гиг-душ, поливаем стены, поливаем пол, и вся вода у нас уходит в трап. Все, тут же чистая ванна и никаких проблем с уборкой. Что касается смесителя, он так же, как унитаз, может быть встроенным, когда большая часть находится в стене, и это сокращает время уборки, протирания смесителя и бережет ваше время. Конечно же, если соблюсти все мои советы, то вы получите не жилую квартиру, а какой-то музейный зал, просто белая комната, даже не белая, знаете, такая комната цвета грязи со встроенными лампами, и где главным экспонатом будете вы. Поэтому не впадайте в крайности, но при ремонте помните о моих советах, и это поможет вам создать квартиру, где не надо будет большинство времени тратить на уборку, где можно будет комфортно жить и иногда убираться. Ну и, конечно же, главное правило – это чем меньше квартира, тем меньше в ней придется убираться. Поэтому если вы покупаете огромный какой-то дом, то помните, что уборки там будет тоже очень много, и это на самом деле очень важный момент, о котором стоит позаботиться заранее.
Если у вас есть еще какие-то рекомендации по созданию квартиры для ленивых, то обязательно напишите в комментариях. Нам всем будет интересно послушать, почитать и с вами это обсудить. Надеюсь, этот выпуск поможет вам упростить жизнь в вашей будущей квартире. Скоро я планирую записать еще несколько интересных видео, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить их. До скорых встреч, пока-пока.